Моя следующая остановка называется Шейтан Софросы. Но если перевести на нас, как это стол дьявола или что-то в этом роде. Про историю я вам расскажу чуть попозже, а сейчас пойдемте знакомиться вообще, что это такое. А место под названием Шейтан Софросы оказалось обыкновенным ресторанчиком, который находится на горе. Но фишка этого ресторана в том, что отсюда открывается просто потрясающий вид. Вы готовы это увидеть? Ба-бам! Но вид просто фантастик. Нереальный, просто нереальный вид. И люди приезжают сюда, в этот ресторан, именно для того, чтобы покушать вот с такой вот панорамой. Куда бы ни посмотрели, везде море. Здесь часть ресторана вообще вон даже в валунах сделана. Вот идешь, и везде вот валуны. Их оставили. И куда бы вы не посмотрели, в какую сторону, здесь на 180 градусов панорама. Просто фантастическая панорама. Место потрясающе красиво. Ну а сейчас я хочу вам рассказать историю этого места вообще. Почему название этому ресторану дали Шейтан Софросы, или, как я сказала в переводе, это как стол дьявола, пир дьявола, что-то вот в этом роде. Много лет назад один из пастухов потерял свою овцу. И в поисках ее начал подниматься на гору высоко-высоко. И когда он пришел именно вот на эту гору, он увидел вот этот вот фантастический вид, который открывается у меня за спиной. Вернулся назад в деревню и сказал, что слушайте, ну место просто фантастическое, просто шикарно, сногсшибательное. Панорама открывается, и это место надо как-то облагородить и сделать знаменитым. И потом сюда поднялись другие жители деревни, все были под впечатлением, и они решили обратиться в местный муниципалитет. И когда они пришли, муниципалитет посмотрел на карту и сказал, что так как я не могу туда провести дорогу, потому что дальше этой вот горы эта дорога никуда не уведет, для меня это невыгодно, и я проводить не буду. И тогда жители деревни сказали: мы будем приходить каждый день. Кто-то, один житель из нашей деревни будет приходить каждый день до тех пор, пока вы не построите нам дорогу вот на эту гору. И в течение очень долгого времени, каждый день, новый житель этой деревни приходил вот в местный муниципалитет и писал заявление: прошу построить дорогу. В результате, спустя определенное количество времени, муниципалитет просто сказал: ну хватит, все, мы больше не хотим, чтобы вы к нам приходили. И они построили дорогу на эту гору. После этого здесь сделали вот этот вот ресторан. И жители вот этой деревни, они долго думали, ну какое же дать название этому ресторану. И в результате пришли вот к мнению назвать его Шейтан Софросы, чтобы это было, как бы сказать, местной завлекалочкой, чтобы людям было интересно. И они приезжали сюда, но помимо этого они еще сделали такой вот как бы отпечаток ноги шейтана, вот, как будто это он сюда наступил вот именно вот на эту землю, вот, но на самом деле этот отпечаток ноги был сделан людьми, но вот такая вот легенда, что пришел шейтан,
наступил, здесь остался его отпечаток, и вот поэтому этот ресторан так назвали. Но на самом деле это все дело рук человеческих. Вот такая вот легенда. Но здесь именно вот то место, написано Аяк Изы, это след, это именно то место, когда типа наступил шейтан. Ой, как денежку тут кто-то уже накидал. Вот он так вот выглядит, правда, сквозь Даже калитку сделали? калитку, даже непонятно как. Я попробую туда телефон просунуть. Вот поближе я. Вот как бы типа здесь вот след от ноги шейтана. Ну, что-то, как я уже сказала ранее, все это неправда, легенда для завлекания людей. Кто-то вот даже и деньги оставляет. Но все равно здесь самое шикарное, что есть в этом ресторане. Вот здесь вот, как обычно, завязывают маски. 21 век, век пандемии. Вместо салфеточек и бумажек завязывают маски. Но вид, конечно, просто фантастически открывается. Крутяк, просто крутой вид. Ну что, вот на фоне вот этой вот фантастической панорамы моя прогулка по ресторану Шейтан Софрасы закончена. И я еду дальше. Ну а вы не забывайте подписаться, чтобы не пропустить следующего видео из моей поездки.